Эвелин — это первый лимитированный S-ранг персонаж, атакующая с элементом огонь. Как и многие недавно выпущенные дамагеры, она моментально врывается в топ меты благодаря своему уникальному и мощному набору умений. В чем же ее особенность? Помимо впечатляющего стиля с огненными нитями, Эвелин способна запускать цепную атаку почти когда захочет, даже если враг не оглушен. Более того, ее цепная атака считается одной из самых сильных в игре. Если научиться правильно управлять ее ресурсами и понимать, как стоит тратить их на дополнительную цепочку атак, Эвелин раскроет колоссальный потенциал урона. У Эвелин есть три ключевые механики. В основе геймплея Эвелин лежат три элемента. Испепеление. Испепеление копится при использовании большинства базовых и специальных атак. Позволяет активировать ее усиленные формы базовой атаки Гаррота. Максимум запас 16 единиц. Некоторые атаки дают от 1 до 3 испепеления. А определенные действия, например, усиленная спецатака, может дать сразу 8. Дальше пламенные нити. Пламенные нити нужны для того, чтобы Эвелин могла запускать цепочку атак в любой момент, а не только при оглушении врага. Максимум 3 штуки. Каждая Гаррота и ульта тоже дает по одной нити. Запретные путы. Дебаф, который Эвелин накладывает на врага при определенных атаках. Пока запретные путы активны, и еще 10 секунд после снятия, у Эвелин повышается шанс крит удара на 12,5%. Это ее основная пассивная способность. Кроме того, если во время запретных пут вы переключитесь с Эвелин, она автоматически выполнит особую атаку, треснувший кокон, первая форма. Особая спецатака. Первая версия, иммобилизация, доступна, если на цели еще нет запретных пут. Эвелин притягивает врага к Гарротой, нанося огненный урон, а при попадании накладывает запретные путы. Спецатака, треснувший кокон, первая форма. Активно после входа в запретные путы. Стягивает врагов к главной цели и вызывает взрыв. При этом запретные путы снимаются. Можно отменить взрыв и перейти сразу к третьему удару базовой атаки. При идеальном увороте во время анимации дает 25% испепеления. И спецатака, треснувший кокон, конечная форма. Улучшенная версия предыдущей, требующая запас энергии. Наносит большой урон. При идеальном увороте также дает 25% испепеления. Позволяет отменить взрыв и перейти к третьему удару базовой атаки. Базовая атака. Острая струна. Выполняет до 5 последовательных атак. 3 физические и 2 огненные. Если пятый удар попадает по врагу, накладываются запретные путы. Базовая атака, первая форма. Активируется при испепелении 50%. По сути, когда засветится ресурс красным цветом. Зажмите кнопку атаки тяжелой. Потратится половина шкалы испепеления, нанесется мощный огненный урон. Во время анимации повышена защита от прерывания и входящий урон снижится на 40%. По окончании вы получаете одну пламенную нить. И базовая атака, вторая форма. Доступна сразу после Гаррота первая форма, если испепеление снова 50%. Аналогично тратится оставшееся 50% испепеления и наносится дополнительный огненный урон. Дает еще одну пламенную нить. В итоге за 2 формы вы получаете 2 нити. Цепная атака. Лунолюксовые путы. Запускается стандартно в момент оглушения врага или при наличии 3 пламенных нитей, когда вы собираетесь использовать Гарроту. Эвелин проводит серию рубящих ударов и вызывает взрыв с огромным огненным уроном. При попадании снова накладываются запретные путы. Ультимейт. Первая форма, звук. Лунолюксовая Гаррота. Доступен при достаточном количестве децибелов. Эвелин проводит множественные удары гарротами и вызывает большой взрыв. После этого снимает пиджак и переходит в состояние пробуждения сполохов до конца боя. При трате 3 пламенных нитей на цепочку атак, одна нить возвращается обратно. Также накладывает запретные путы при попадании и дает одну пламенную нить. Лунолюксовая Гаррота, вторая форма, тень. Все последующие ульты после звука обменяют форму на тень. Механика схожа. Наносимый мощный огненный взрыв накладывает запретные путы и дает плюс одну пламенную нить. Состояние пробуждения сполохов сохраняется, и Эвелин по-прежнему возвращает одну нить при каждой цепочке атак.
Основной геймплей Эвелин заключается на накоплении испепеления через базовые удары и спецатаки. Атака Горотой, первая и вторая форма, чтобы нанести сильный урон и получить пламенные нити. При 3 нитях запускаем цепочку атак вне стана. Это ключевая фишка Эвелин. Не забывайте поддерживать запретные путы ради бонусов к крит-шансу. Используйте ульту, чтобы перейти в пробуждение сполохов и увеличить частоту цепочки атак за счет возврата нитей. Также не забываю про дополнительные бонусы. Если в команде есть персонаж со специализацией устрашения или поддержка, урон ульты и цепочки атак повышается на 30. И если крит шанс 80 или больше, цепочка атак и ульта вырастет в уроне до 125% от базового значения. Теперь перейдем к оружию для нее, рекомендуемому. Ее сигнатурное оружие, много крит шанса и крит урона, дает до 25% порезки огненных резистов для цепочки атаки и ульты. Идеально подходит для нее. Дальше у нас сигнатурное оружие Харумасы. Хорошая универсальная замена, почти постоянные 20% крит шанса и плюс 45% крит урона. И высокая базовая атака. Дальше сигнатурное оружие Солдат 11. Сильно усиливает базовые атаки, но требует поддерживать несколько стаков бафа, непрерывно атакуя. Подходит, если любите активно спамить обычную атаку, ну, базовую атаку. Дальше у нас ивентовое оружие. Неплохой вариант для персонажей, ориентирующихся на крит урон и имеющих в команде союзников, которые могут стабильно накладывать аномалию для доп бафа на силу атаки. И последний вариант — это звездный двигатель. Доступная фри-то-плей опция дает 25% сил атаки всегда и 19,2 при полной прокачке сил атаки на 12 секунд после уворота или быстрой помощи. Теперь перейдем к драйв-дискам. Первая версия — это Diatlocore Electra. Самый стабильный вариант. Эвелин всегда может поддерживать минимум 1 стак, а в хороших ротациях и 2. Благодаря частому использованию усиленной спецатаки и тяжелой заряженной базовой атаки. Комбинировать можно с Инферно Металлом. Вот он, Инферно Металл. С Фугу Электро, если нужно. Гормон Панк или... Вот, Гормон Панк или Астральный Голос, они оба дают силу атаки. И еще остается последний вариант. Это вот этот вот Песнь о ветке и клинке. Увеличивает крит урон на 16%. Дальше у нас будет Фугу Электро. Полный сет, естественно. Сосредоточен на мощном усилении ульты и дает пробитие. Плюс урон ульты. Может быть немного неудобен, так как Эвелин часто начинает наносить урон перед ультой за счет цепочки атак. Комбинировать можно с Инферно Металлом снова. В этом случае у нас будет Diatlocore Electra. Опять же, Гормон Панк или Песнь о ветке и клинке. И снова Астральный голос. И остается последний вариант, это у нас Гормон Панк. Довольно капризный набор. Многое зависит от тайминга и умения правильно активировать эффект. При правильном использовании можно добиться отличных результатов, но если срабатывает в ненужный момент, эффект теряется. Комбинировать можно с тем же самым, что и раньше. Это у нас Инферно Металл, Фугу Электро, Diatlocore Electra, Астральный голос или же Песень о ветке и клинке. Теперь основные жевательные статы на драйв-дисках. Диск 4. Крит шанс, крит урон. Диск 5. Бонус огненного урона. Или же, если вы играете с вайтером, можно выбрать процент пробития. Шестой диск. Тут как бы безоговорочно уже сила атаки. Тут другого варианта и не будет. В сабстатах ищем крит шанс параллельно с крит уроном, если получится. Дальше у нас идет сила процентная. И уже менее важно это пробитие и атака беспроцентная, обычная, которая. Конечные статы, эндгейм статы, которые у вас должны получиться.
должны, то есть в идеале, если все сойдется как нужно. Атака должна быть 2600 минимум, или же, если совсем повезло, то 3400. Крит шанс 80% минимум, в идеале, конечно, 100, но это уже включая пассивку ее в статах, ой, в статах, в умениях. Чтобы активировать дополнительную способность, Эвелин нужно суммарно 80% крит шанса. С учетом ее пассивки, вам надо хотя бы 55% из экипировки. Ну и крит урон, естественно, 160 минимум желательно, ну в идеале 200%, в идеале. Теперь команды. Лучшая идеальная команда это будет Эвелин, первый слот. Во второй слот это у нас по выбору в идеале Лайтер, естественно, но если нету Лайтера, можно взять Коляду. И если нет Коляды, то Цезаря. Ну, в идеале всегда будет Лайтер все же. И в третий слот это Астра Ял. В идеале, опять же. Если ее нету, то можно взять Люси. Но в идеале будет Астра Ял, опять же. Лайтер дает сильный баф огненного урона и увеличивает время стана врагов. Астра Ял помогает часто делать быструю смену, то есть быструю помощь, что ускоряет набор испепеления и увеличивает урон Эвелин. При этом почти не требует выхода на поле боя. Следующая команда это Эвелин. Снова, ну то есть, понятно. Во второй слот нужна будет Бернес. У меня ее нету, но вы тут представьте, что вот во втором слоте здесь Бернес. У меня просто ее нету. Еще, если вы будете использовать Бернис, на Эвелин можно использовать Инферно Метал. Так как, чтобы активировать его вторую пассивку, нужно атаковать цель под огненным статусом. Так как сама Эвелин, она не персонаж аномалии, то есть она быстро не может активировать огненный статус. А вот Бернис ей с этим может помочь. Ну и, естественно, в последний слот, опять же, Астра Ял. Поддержка Астра Ял и дополнительный урон Бернис в этом составе. То есть Астра Ял делает то же самое, что и в предыдущей команде, а Бернис еще будет помогать дополнительный урон наносить. Такая больше, скажем так, ориентированная на ДПС команда. Такая агрессивная, наверное, можно сказать. И последний вариант это free-to-play команда. Это Эвелин, Коляда и Люси. Коляда и Люси легко доступны, дают надежную поддержку и контроль. Коляда будет помогать оглушать, плюс она увеличивает урон цепочки атак. И Люси тоже может бафать силу атаки. Может быть не так идеально, как Астра Ял или Цезарь, но все же для free-to-play сойдет. Теперь бамбу, какие нужны будут в каких командах. Начнем с вот этого вот нового бамбу. Щелкунчик. Он, во-первых, помогает увеличить урон на 6%. Извиняюсь. И помогает восстанавливать ХП команде. Вместе. Выбирать его следует, если вы играете с Астра Ял в команде. Дальше у нас идет вот этот вот Ракета Бу или же Плакса Бу. Если делаете упор на огненные отряды, то есть, например, у вас в отряде есть Эвелин и Лайтер, или Эвелин и Люси, ну или сразу все трое одновременно. И последний вариант это будет вот этот вот Барбабу. Универсальный вариант, если больше нету никакого выбора, то есть некого выбрать, хотя, наверное, вряд ли, но если вдруг, то можно использовать вот этого вот Барбабу. И теперь геймплей за Эвелин. Геймплей у нее несложный. Если, например, вы играете с Лайтером и с Астра Ял, используем спецатаку Астры Ял, чтобы перейти в
в ее особый режим. Переходим на Эвелин. Делаем несколько базовых атак, чтобы можно было уже начать собирать нити плывающие. Как только видите, что у Вайтера заполнился его ресурс, переключайтесь на него и собирайте весь этот ресурс. Можно, если есть такая возможность, то оглушаем. Переключаемся на Эвелин, на Аструял и обратно на Эвелин. Теперь, когда баф Вайтера активен, собираем полностью все нити и активируем их. Если у вас уже есть особая спецатака заряжена, то используем ее, чтобы ускорить сбор нити этих. И продолжаем атаковать обычными атаками, пока не заполнится ее ресурс, чтобы можно было активировать Гароту. И собираем нити. Атакуем. Если баф Вайтера соскочил, переключаемся на него снова. Собираем баф. При этом оглушать не обязательно. Мелкие мобы, они быстро оглушаются, потому тут безразлично фактически. Но если это босс или кто-то, то не обязательно. Главное получить баф от Вайтера, по сути. И опять же, все повторяется по новой. Как только ульта готова, используем ульту, чтобы нанести, естественно, урон большой. Ну и перейти в ее особый режим, при котором она может сохранять... При котором она может сохранять не лишнее, но экономить нити, короче. Она обратно возвращает всегда одну нить при использовании. Это вот если с Вайтером. Если у вас за место Вайтера Цезарь, от Цезарь здесь нужно будет только щит от нее. То есть переходите на Цезарь. И как только щит активировался, переключайтесь на Эвелин, и процесс тот же самый. Собираем ее испепеление, активируем Гароту, чтобы собирать нити. И как всегда, как только соберете 3 пылающие нити, активируем ее цепочку атак и наносим урон. Как только, если вдруг щит спал или его остается мало, опять переключаемся на Цезарь, загружаем щит и... Точнее, активируем щит снова и опять на Эвелин. Опять собираем испепеление, активируем Гароту, собираем опять вот эти вот пылающие нити, 3 штуки желательно. Если есть спецатака заряжена, используем ее тоже, чтобы быстрее собрать нити. И активируем. Теперь, если у вас нету ни Цезаря, ни Вайтера, но у вас есть вдруг Коляда. С Колядой чуть-чуть посложнее, потому что, так как она особо никак не бафает, то есть ни сил атаки, ни щиты, ничего от этого особенного она не делает, ни резист она не режет, ничего. Ее основной бонус в том, что если она оглушает цель, она увеличивает урон цепочки атак. То есть, в этом случае главная задача у нас с Колядой оглушить цель. То есть, часть геймплея будет занимать, по сути, Коляда в этом случае. После того, как оглушили, делаем стандартную цепочку атак. И опять используем вот в этом случае Эвелин. Собираем снова ее ресурс. И, ну, то есть все заново продолжается. Просто единственный момент, что здесь Коляда будет достаточное время на поле боя проводить. И уже последний вариант, если вдруг у вас нету Аструял, но у вас есть Люси. Вот. С Люси тут два нюанса. Ее баф недолго висит. Это во-первых. А второй нюанс, надо стараться делать так, чтобы в конце цепочки атак Люси выходила последней. Таким образом вы сможете переключиться на Аструял сразу сходу. Значит, вот если у вас Люси, сейчас мы ее ресурс насобираем.
В этом случае с Коляда будет даже лучше, потому что Коляда оглушит. Вы перейдете на Эвелин и в конце цепочку закроете Люси, чтобы активировать баф. Вот. Эвелин. А теперь Люси. И переход на Эвелин снова. Баф, таким образом баф вот активен, как видите. Но проблема, что он работает недолго. Если у вас C6, то C6 Люси, то при использовании спецзаряженной атаки баф чуть-чуть продлевает время действия. Но, как видите, с Люси можно, но не так эффективно, как со Страйяо или с Цезарь, например. Ну, естественно, если Цезарь и я Страйяо одновременно в команде, то это вообще бомба, потому что там гигантское увеличение урона. На этом вроде бы все. У меня просто Бернис нету, потому я геймплей с Бернис не могу показать. На этом вроде бы все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк. Если есть что комментировать, оставляйте в комментариях. Посмотрите другие видео на моем канале. Для удобства я все на плейлисты разбил в разделе с плейлистами. Нет, на главной странице канала можете пролистать. Там тоже более-менее я постарался распределить информацию, чтобы было удобно за ней следить.